Это нахрен не игра! Это не игра, чел. Это абсолютно все. Чем ты готов пожертвовать? Всем, что имею! Вот теперь мы играем в грёбаный футбол, сучка! Внимание, у нас труп! Мы гордимся тобой. Спасители говорят... Аминь! 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 Спасители говорят... Аминь! Важно понимать, это не хоррор в привычном понимании. Это страх социального давления. Это психологический ужас потерять самого себя, стать чужой проекцией. Самая большая ошибка – ожидать привычных глупых скримеров и клоуна-расчленителя. Если вы ожидаете именно этого, то это не ваше кино. По моему мнению, это не хоррор, это экзистенциальный триллер. Называть хим хоррором – это все равно, что называть «Апокалипсис сегодня» эпичным боевиком. Формальные признаки есть, но суть совершенно другая. Поэтому все, кто его так называют, еще более невежественны, чем я. Я видел ужас. Ужас, что видел ты. Но ты не вправе называть меня убийцей. Ты вправе меня убить. На это у тебя есть право. Но судить меня права у тебя нет. Словами невозможно передать значение слова «ужас» для того, кто ни разу с этим не сталкивался. Я считаю это кино выразительным кинодискурсом, которое содержит важное заявление, мысль рассуждения о современном обществе. Ценность искусства не только в том, чтобы нравиться, но и в том, чтобы побуждать зрителя к размышлению, к рассуждению, а не просто отдыхать и развлекаться. Ключ к пониманию этого фильма – отделить интеллектуальное содержание от эмоционального восхищения, потому что структура предназначена для расшифровки метафор и осмысления социального подтекста. У этого стилизованного авторского фильма с великолепной операторской работой и мастерской режиссурой есть голос. Он не дает простых ответов, но вскрывает болезнь. Это мыслительное кино, которое своей хаотичной формой отражает содержание. В нашу эпоху ярких развлечений и абсурдных аттракционов это уже значительное явление, не спекулирующее на элитарном эгоцентризме. Кино необычное и не для рядового зрителя. В моем понимании, структура фильма – это интеллектуальный пазл, уникальная, завораживающая мандала в хаотичной структуре. Хотя из-за смешения жанров трудно сфокусироваться на основном сюжете. Это интересный киногибрид, наполненный социальной критикой, спортивной проблематикой и элементами психологического артхауса. Марлон Уэйнс играет свою роль выразительно, но, как мне кажется, прямолинейно. Никаких противоречий, внутренней борьбы, он уже тот самый гладиатор, которым манипулируют, у него нет сомнений, а только путь. Да, это предсказуемо, но очень эмоционально. Его персонаж символизирует уже сформированную травму, в то время как главный герой – это процесс ее приобретения. Травма тиражируется и передается. Важно это понимать перед финалом. А что бы предпочел? Никогда не уставать или не получать травм? Задумайся, сколько великих талантов ушло из-за травм. Хотел бы я никогда не травмироваться. Интрига и эмоциональность – это самая мощная сила фильма. Но сюжетная хаотичность никуда не денется и будет отвлекать от нарратива абстрактными артхаусными флешбэками. Это нетривиальное рассуждение о травме поколений и внутреннем конфликте, когда ты делаешь то, что от тебя ждут.
но понимаешь, что хочешь совершенно другого. Все ради тебя. Еда, сон, футбол, еда, сон, футбол. Это было обычным делом. А я Ты станешь лучшим. хотел быть ребенком. Только теперь мальчишек не тащат насильно, их выбирают на играх, а боги сидят в вип-ложах. Для величия мало таланта и упорного труда. Речь идет о выживании после гибели того, кем ты был. Сказал, что гордится мной. А я ответил, что бросаю футбол. Я подвел его. Я подвел его. Я подвел его. И через пару месяцев он умер. Когда ты не владеешь собой, а становишься ярким образом, которому нужно соответствовать. Когда окружающим не интересен ты, а нужен только твой успех. Герой фильма, которого замечательно воплотил Тайрик Уэзерс, это продукт современного общества, который должен соответствовать яркому образу мускулинного победителя, безжалостного и циничного. Но главный герой не хочет им быть. Он в сомнениях, он тянется к простым и понятным человеческим желаниям. Что тебя ведет на поле? Конечно, семья. Все отдали ради меня. Ты так немногого достигнешь. Но вынужден крутиться в бесконечно порочном круге выдуманных идеалов. Это внутренний конфликт человека, ставшего продуктом и образом. Как я считаю, кино режет, провоцирует и высекает искру мысли. Этот фильм своей хаотичной структурой и жанровой эклектикой сам отражает тот хаос внутренних конфликтов и внешних давлений, который испытывает его главный герой.